Всех приветствую на моем канале. Сегодня вам предлагаю связать шикарный узор спицами. Это объемные буфы. Узор двухсторонний. Причем такие буфы вяжутся, не изменяя размер спиц. То есть вы берете спицы обычного размера под вашу пряжу. Буфы вяжутся за счет другого эффекта. Я вам по ходу видеоролика все расскажу. Если вам это интересно, если ролик вам понравился, то сразу же подписывайтесь на канал. Если еще не подписаны, обязательно поставьте лайк, мне будет очень приятно. Узор шикарно подойдет для снуда или шарфа, будет очень теплый, объемный. Узор сам по себе очень такой массивный, за счет того, что буфы у нас выпирает и на изнаночную сторону, и на лицевую. Ширина узора, вот эта толщина, такая довольно впечатляющая. Также таким узором будет очень красиво смотреться вязаный свитер в стиле оверсайз, особенно если вы подберете достаточно тоненькую пряжу. Такой узор будет прекрасно вязаться и по кругу, и поворотными рядами. В основе узора резинка 5 на 5, то есть идет 5 изнаночных, 5 лицевых. Просто если вы будете вязать по кругу, то нужно будет начать с 5 лицевых, например, а закончить тогда 5 изнаночными. Если вяжете поворотными рядами, то как мы начали с 5 лицевых, так и закончили 5 лицевыми. То есть так же, как на резинке 1 на 1 или 2 на 2. Давайте приступим к вязанию. Для вязания узора необходимо набрать количество петель кратное 10, плюс 5 петель и плюс 2 кромочные. Если вы вяжете данный узор по кругу, то просто количество петель должно быть кратно 10. Приступаем к вязанию первого ряда. Кромочную снимаем. Вяжем 5 лицевых. Затем 5 изнаночных. И так чередуем до конца ряда 5 лицевых, 5 изнаночных. И заканчиваем ряд 5 лицевыми. И остается кромочная петля. Разворачиваем вязание. Изнаночный ряд свяжем по рисунку. То есть изнаночные петельки изнаночными, лицевые петельки лицевыми. Я закончила вязание изнаночного ряда. Приступаем к вязанию третьего ряда. Кромочную снимаем. И сейчас в лицевых дорожках будем между петельками добавлять накиды, а изнаночные вязать без изменений. У меня начинается с лицевых петель. Я вяжу первую лицевую, выполняю накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид и лицевая. То есть между лицевыми петельками я добавила накиды. Дальше идут изнаночные петельки, их вяжем без изменений, то есть подряд 5 изнаночных. И дальше начинаем повторять. Вновь между лицевыми петельками добавляем накиды, а изнаночные вяжем без изменений. И заканчиваем ряд лицевой дорожкой. Я выполняю первую лицевую и также добавляю накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид. И заканчиваю ряд лицевой и кромочной петлей. Количество петель увеличилось. Разворачиваем вязание. И будем выполнять вязание ряда по рисунку. Накиды провяжем изнаночными петельками.
Дальше идет 5 лицевых. И довязываем так ряд до конца. Я закончила изнаночный ряд. Дальше необходимо будет связать 5 рядов, просто соблюдая узор. То есть лицевые петельки вяжем лицевыми, а изнаночные изнаночными. Я провязала 5 рядов по рисунку. В общей сложности мы связали уже 9 рядов. Вязание держу изнаночной стороной к себе. Сейчас будем вязать изнаночный ряд. Это 10-й ряд. Я кромочную снимаю. Это у меня дорожка, где мы выполняли прибавление через накиды. Смотрите, как мы ее вяжем. Первую петлю вяжем изнаночной, вторую петлю просто спускаем. Опять 1 изнаночная, следующую петлю спустили. Изнаночная, петлю спускаем. Это петля, как раз, которая образована за счет накидов. То есть, видите, она ровно над отверстием. Ее снимаем, а следующую петлю вяжем. Опять петлю снимаем и 1 вяжем. В итоге мы эту дорожку вновь превратили в 5 петель. Лишние 4 петли мы спустили. Затем по рисунку идет 5 лицевых. И таким образом мы вяжем весь ряд до конца. В изнаночных дорожках 1 петлю будем спускать, которая соответствует накиду. То есть 1 изнаночную провязали, 1 спустили. И так чередуем. И в общем вяжем так весь ряд до конца. Заканчивается ряд у нас также изнаночной дорожкой, мы ее провязываем. Первую изнаночную провязали, вторую спустили. Провязали, спустили. Обращайте внимание, что спускаем именно ту петлю, которая соответствует накиду, то есть находится над отверстием. Спустили, провязали. Спустили и вяжем последнюю изнаночную и кромочную петлю. Разворачиваем вязание. И теперь вот эти вот спущенные петельки, которые у нас висят, вот они 4 петли, мы их просто распускаем. И благодаря этому у нас получается вот этот вот рыхлый объем. Одиннадцатый ряд. В нем мы будем наоборот в изнаночных дорожках делать накиды. То есть начинали мы с того, что в лицевых дорожках делали накиды, сейчас будем делать в изнаночных. Кромочную сняли, вяжем 5 лицевых. Подошли к изнаночной дорожке и в ней добавляем накиды. То есть вяжем 1 изнаночную, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид и последняя изнаночная петля. И таким образом вяжем весь ряд до конца. 5 лицевых и в изнаночных дорожках добавляем накиды. Заканчиваем ряд просто 5 лицевыми. И кромочная петля остается. Разворачиваем вязание. И в этот раз мы накиды будем провязывать лицевыми петельками, так как они у нас находятся в лицевой дорожке. Сейчас я провяжу 5 изнаночных. Подошла я к дорожке с накидами и провязываю все петельки, включая накиды, лицевыми. Накид также вяжу лицевой. Дальше петля, накид
И таким образом выполняем весь ряд до конца. Я закончила ряд. Опять у нас количество петель увеличилось. И сейчас мы свяжем 5 рядов, соблюдая рисунок. То есть над лицевыми петельками будем вязать лицевые, над изнаночными изнаночные. Я провязала 5 рядов по рисунку. Всего сейчас связано 17 рядов. Вязание я держу изнаночной стороной к себе. И сейчас мы будем также лишние петельки, которые у нас образовались за счет накидов, спускать. Начинаем 18 ряд. Кромочную снимаем. Дальше идет 5 изнаночных. Подходим к дорожке, где у нас накиды. Первую петлю вяжем лицевой, вторую, которая над отверстием находится петля, спускаем. 1 лицевая, петлю над отверстием спускаем. Лицевая, спустили. Лицевая, спустили. И лицевая. И дальше начинаем повторять. Вновь вяжем 5 изнаночных, а затем в лицевых дорожках мы должны будем спустить петли, которые образовались за счет накида. А заканчиваем ряд также 5 изнаночными. И остается кромочная. Разворачиваем вязание. Убираем эти спущенные петли, распуская их. И по изнаночной стороне узора у нас такой образовался точно такой же, как шарик из лицевых петель. А с лицевой стороны получается такое углубление. На этом раппорт узора высоту готов. Мы будем вязать теперь, начиная с 3-го ряда. То есть раппорт узора вяжется с 3 по 18 ряды. Если вам такой узор понравился, если вы уже представляете свой снуд из таких шикарных буфов, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим узором со своими друзьями, добавляйте его себе в закладки, в сохраненки. До скорых встреч, всем пока-пока!